Всем привет из жаркого Египта. С вами Виктория. Совершенно недавно, прогуливаясь по Хургаде, среди множества черных мужчин я увидела мужчину с красивенной рыжей бородой. Ну, конечно, нам удалось познакомиться с ним. Он оказался невероятно интересным. И вот в данный момент я жду его и познакомлю вас с ним. Похоже, рыжая борода Алексея понравилась не только мне. Алексей, вот первый вопрос к тебе. Как ты попал в Египет? Было чистое состояние потока. Решение было принято с моей супругой буквально за 1 неделю. Мы до этого жили в Одессе полгода. Сами вообще из Беларуси. И вот в Одессе жили, понимаем, что нужно куда-то двигаться. Планировали лететь в Питер. Я хотел там записывать альбом. У меня есть там альбом стихов. Ну, так сложилось, что там какое-то больше состояние не совсем прям яркое и четкое подчеркивало, что нужно ехать в Питер. И я такой запрос дал там, условно, Господу, куда нам лучше поехать. И за неделю выскакивает предложение в Египет. У меня как раз получается с онлайн-заработком там неплохо выстраивается. Я пример, буквально тоже за неделю у меня онлайн-заработок появился. Вот это предложение, то есть я понимаю, что мне Господь все дает. И онлайн-деньги, и поездку. Там за $200 на двоих у нас было вместе с билетами еще там 3 дня all-inclusive в отеле Рома. И вот все, прилетели мы сюда. И первый день я бужу жену, наверное, 4 часа утра и говорю, улетаем отсюда. С Египта, да, улетаем отсюда просто, потому что я тут умру. Она такая вообще спросонья, что типа происходит, что такое, сколько время? Я говорю, неважно, все, покупаем билеты, улетаем. Она, что такое, можешь объяснить? У меня, я разные практики постоянно делаю, духовные практики, то есть у меня там мое направление, мое место силы, я прихожу в лес, обнимаюсь с деревьями, то есть я чувствую природу. А здесь я словил состояние, что все мои знания, они стали тривиальные. Они просто перестали работать. И я просыпаюсь от того, что я как все равно голый. То есть у меня полностью голая душа. И я такой, а где хоть что-нибудь, за что мне зацепиться? Я не понимаю. Я понимаю, здесь пустыня, песок. И у меня раньше, когда такое состояние было, я шел в лес. Здесь леса нет. То есть, есть море, я с ним не знаком нормально так. Что... И все, я в таком вот шоке бужу Вику, говорю, Вика, жена Вика зовут, все, улетаем отсюда, потому что я тут не смогу, не справлюсь, там, неважно, что у меня онлайн-заработок есть. Она говорит, хорошо, потерпи до утра. То есть в любом случае, хорошо, улетаем, все, полетим в Питер, терпи до утра. Хорошо, конечно, давай до утра. Я еще сплю, там кое-как уснул, там все свои мантры, молитвы прочитал, уснул, сплю. Просыпаюсь, Вика приносит мне полкилограмма инжира, манго, приносит еще какие-то фрукты. Я инжир никогда не ел, именно свежий, который здесь продается, да. Я ем инжир и понимаю, что не все так плохо. То есть я ощущаю, что здесь растут такие плоды невероятные. Я пробовал инжир, до сих пор это мой самый любимый фрукт, это просто божественно. Там нет ни косточки, ничего, ты просто его ешь. И он такой сексуальный, ты видел, как он выглядит? Смотришь на него и наслаждаешься как эстетически, так и просто наслаждаешься, вкусовые рецепторы просто все взорвались у меня. Она мне потом дает следом манго, я съедаю манго, я как сейчас помню, еще авокадо. То есть на мне инжир, манго, авокадо. И я это все съедаю. И говорю, ладно, пошли посмотрим, что здесь в городе происходит. И все. У нас задача какая? Денег у нас впритык. Онлайн-заработок только идет. Там следующая зарплата будет через пару недель. Денег у нас там 700, где-то, немного долларов, там чуть больше 500, чтобы арендовать жилье, начать двигаться. То есть впритык совершенно. Для другой страны непонятно, как мы здесь будем двигаться и, то есть какое будет становление. Все, и мы поехали смотреть, что вообще в городе творится. Естественно, как для каждого туриста, наверное, манера езды Египта, сразу все вот эти братан, привет, они немного какой-то зоны комфорта условно вывозят. Потом потихонечку... так самый главный момент. Все, я это съел и прочувствовал, почему у меня, думаю, такой сразу был откат.
потому что, в принципе, тут вкусная еда есть уже как минимум. Я понял, что я сам проявил маловерие. То есть я прилетел, и у меня такое... Сам в себя, то есть, ну, условно, не поверил, что у меня есть сильная связь с Богом. Ну, не поверил, то есть, что вот Он везде будет, то есть, со мной. И потом, когда я понял, что это мой вопрос только доверия, доверия к миру, к этому месту, я поел, зарядился, пошел, и с каждым шагом я понимал, что я здесь готов быть. И чисто энергетически, я пока еще людей не видел особо. Я ощущал какую-то для меня совершенно непонятную силу, и в тот момент я четко понял, что я здесь просто гость. То есть я тут никогда не буду жителем, который интегрирует свое восприятие в это пространство, который встроится сюда. Я буду здесь всегда гостем. Вот уже год я пребываю здесь в состоянии гостя. И Египет для меня открывался вот 3 раза по-разному. Первый раз вот так, в диком страхе. Второй раз, где-то через пару месяцев, он открылся, то, что здесь, какое взаимоотношение с людьми, я понял. И вот 3-й раз он открылся для меня очень интересно, как хорошая возможность реализоваться здесь именно мужчине. Потому что здесь мир мужчин, он, на мой взгляд, очень сильный. Здесь очень большое уважение мужчине к мужчине. Вот это вот хабиб, сахби, хабиб, то есть все там целуются, обнимаются мужчины. Потому что у них нету такой иерархии, жесткое разделение. То есть, если ты уборщик, к тебе такое же уважение, если ты бухгалтер. Одинаковое уважение. Тоже хабиб, сахби. То есть, и они это ощущают каждый. Уборщик, он чувствует себя там местами в роли там премьер-министра какого-то. То есть, он может там, все отошли. То есть, и это классно, естественно. И я начал тут реализовываться. И все, в принципе, мне здесь дается, я бы сказал, нетрудно, потому что та энергетика, которая меня здесь ведет, это внутреннее проявление. Вообще Египет весь, это чисто внутреннее проявление. Внешний, здесь все искусственное. Искусственные деревья посаженные. Понятно, дома не искусственные, тоже они построенные. Природы здесь как таковой нету. А вот Красное море внутри, оно невероятно красивое. Оно самое красивое в всем мире. То есть это внутренняя красота. И здесь каждый человек распаковывает только внутреннюю красоту. Внешне ты видишь мало, но внутри ты видишь очень много. И с чем ты сюда приехал, тебя обязательно вскроет, без вариантов. Если ты внутри больше деструктивный человек, если у тебя есть сущности какие-то, которые не могут резонировать с нормальным восприятием, с любовью, ты тут будешь страдать. Они тебя распакуют, возьмут за горло и просто будут держать эти сущности. Здесь я очень ярко увидел, что весь твой внутренний потенциал или наоборот твои внутренние непроработки, они под таким увеличительным стеклом, что как-то что-то скрыть вообще не получится. То есть Египет твою внутрянку распакует однозначно. Я считаю, это нужно каждому иметь в виду как минимум. Потому что понятно, что есть такие места, как Бали, Индия, там, где намерения сразу же они перерастают в действие, их можно созидать. Но там есть природа, там есть от чего отталкиваться, есть чем взаимодействовать. Здесь нет, ты один на один остаешься. Остаешься один на один с собой, условно. То есть с твоим, эго, которое больше в качестве зверя, как правило, вылазит. Потому что сущности – это наши звери. Это те типы характера, которые наша задача за какой-то период времени нашего воплощения проработать, чтобы уже потом дальше идти по вертикали души. То есть пока мы не познаем свое эго, пока мы не сможем отождествлять себя от каких-то деструктивных, ненужных намерений, от каких-то ненужных решений, мы не будем стоять на пути души. То есть Египет как и помогает людям, допустим, в моем случае, я сейчас работаю дельфинотерапевтом, я считаю, это именно весь божественный поток включения, потому что это невероятно классное место, там меня абсолютно все устраивает, есть огромные перспективы, я там реализую как свой потенциал, так и для меня открываются новые рубежи. Я работаю с детьми с особенностями, это разные диагнозы, аутизм, ДЦП, какие-то речевые задержки в развитии.
И, ну, к тому, что вот у меня так сложилось. Много есть случаев, где люди просто не справляются со своими сущностями. Они замыкаются в себе, они переходят на постоянно негативный процесс проживания жизни. И нужно понять, что это то состояние, где нету дна. Если ты погружаешься, там дна нету. Тебе нужен кто-то, кто сможет с тобой срезонировать, вытащить себя в свет. А если ты уже очень токсичный, и у тебя, понятно, что когда сущность полностью владевает человеком, он считает, что он здоров, как бы с ним все хорошо. Это потому что все козлы, пидоры, уроды, извиняюсь, да, за выражение, а с ним все хорошо. И переключить его, не так просто. В общем, в Египте вот часто можно встретить такое обострение двух дуальностей. Или полное созидание, полное приятие и кайф абсолютный, или абсолютное отрицание любого какого-то мнения, включения, то есть и желание постоянно конфликтовать, быть в конфликте. Это здесь ярко. Очень часто мужчины-подписчики спрашивают: Виктория, как здесь дела с бизнесом, какой бизнес актуален, чем можно заниматься здесь? Вот расскажи немного. Про бизнес. Что знаю про бизнес? Сам лично не сталкивался, но информация следующая, что если здесь открываешь какое-то дело, там, неважно, что это, магазин, кофейня, там, швейня, что-то может быть связано с туристическим направлением, что здесь максимально актуально, там, лодки, катера, то 51% обязательно должен принадлежать египтянину. То есть у тебя уже как минимум в штате должен быть египтянин в составе учредителей. Без этого никак. Ты один тут не сможешь этого сделать по закону. И 51% принадлежит египтянину. Я уверен, что есть много здесь замечательных, классных бизнесов, которые работают, где все супер. И, возможно, в какой-то из реальностей, если у меня там была какая-то лишняя, не лишняя сумма, а было желание, я бы попробовал бы эту модель, но она не совсем для меня. То есть я больше намерен просто со всеми дружить. Даже не то, что дружить, а, наверное, полагаться больше на себя и на то, как везет Господь, на Божью волю, скажем так, а не на напарника. Ну что, идем прогуляемся? Еще в Египте, я считаю, прям важно знать какие-то хорошие места. И вот, кстати, одно из этих мест. Я считаю, оно просто перфект, реально замечательное. Очень красивая кофейня, новая, недавно открылась. Мы там и снимали наше видео. А сейчас мы пойдем прогуляемся на Мамшу. Когда я сюда приехал, у меня сразу возник вопрос. Может быть, кошкам принадлежит этот город Хургада, а не людям? Их здесь столько. Просто сотни. Если у вас нет никакого хобби, то можете приезжать и ухаживать за питомцами. Их очень много. Друзья, не поверите, это первая площадка, спортплощадка, которую я вижу в Египте. И уже, кстати, нету каких-то пластмассок, нет подножек. Не успели пакеты снять, а куда-то пластмасски самоликвидировались. В общем, с площадками здесь напряженка. Но очень много тренажерных залов. Прям джим в каждом доме, практически в каждом подвале можно железо потягать при желании. Мы на Мамше. По сути, это одна из центральных улиц, где можно прогуливаться, наслаждаться, получать удовольствие. И повсюду вдоль улицы, и вообще, в принципе, в Хургаде много каких-то таких интересных фигур, скульптур. Что они обозначают, нигде не подписано, но очень залипательно. Смотришь на нее и просто, я наслаждаюсь. Вот их в ряд много. А еще здесь идут работы. Работы для того, чтобы все это окультурить, сделать презентабельным, красивым. То есть Хургада расстраивается, она набирает обороты и всегда, на мой взгляд, рада встречать гостей. Друзья, ну и на этом, в принципе, все. Всем спасибо, благодарю за внимание, до новых встреч. На мой взгляд, было очень информативно. Подписывайтесь обязательно на канал к Виктории, замечательный канал. Про Египет можно узнать много чего интересного. А в следующем видео я раскрою тему, чем я здесь занимаюсь и как можно со мной повзаимодействовать, через что. Так что... Пока-пока, до скорых встреч!